От высоких европейских политиков до украинцев на улицах Киева все едины в оценках американо-российского плана. Новое приключение русского военного корабля. Он лег на тот же курс, но без помощи ВСУ. В Кремле опять показали мастер-класс по геополитике. Российские власти нажили нового сильного врага на Востоке. Визит после массовой драки. Глава дипломатии КНР посетил Кыргызстан на фоне роста антикитайских настроений. С Лукашенко происходят чудеса. Кажется, спустя десятилетия соседи нащупали способ, как дрессировать старого диктатора. Об этих и других главных событиях утра пятницы 21 ноября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Осторожно по форме, но четко по сути. Европейские политики говорят «нет» плану Дональда Трампа. Министры иностранных дел, собравшиеся в Брюсселе, аккуратно прокомментировали новую инициативу Вашингтона. Мы, как европейцы, всегда поддерживали долгий, прочный и справедливый мир и приветствуем любые усилия по его достижению. Конечно, для того, чтобы любой план сработал, нужна поддержка украинцев и европейцев. Это совершенно очевидно. Глава французского МИДа был менее сдержан, чем Кая Каллас. Мы хотим мира, украинцы хотят мира, мы хотим справедливого мира, уважающего суверенитет каждого и прочного мира, которому не угрожает будущая агрессия. Однако мир не может означать капитуляцию. Мы не хотим, чтобы Украина сдалась. Как вы можете себе представить, украинцы, которые более 3 лет героически сопротивлялись ничем не сдерживаемой агрессии России, никогда не примут никакой формы капитуляции. Официальная реакция Киева пока не поступала, но жители Украины негативно оценивают новое предложение Белого дома. Не вважаю ці умови прийнятними. Я впевнений, що якщо зараз якісь поступки ми дамо їм, то вони по-любому потім повернуться, як то було і в Чечні. Я не думаю, що Зеленський підпише на таких умовах якісь мирні домовленості, тому з кількох причин. По-перше, він достатньо популіст, щоб не робити цього, а він знає, що це буде дуже непопулярна річ в Україні. А по-друге, він достатньо, не дивлячись на все, він достатньо патріот для того, щоб зробити такі речі. Русский военный корабль идет по известному курсу, но ВСУ тут напрямую ни при чем. На Ярославском судостроительном заводе, который строит корабли для Минобороны РФ, начался тихий коллапс. Рабочие почти 2 месяца сидят без зарплат. Цеха пустеют, люди массово уходят в отпуска и на больничные. Причина проста. Минобороны не платит по контрактам, говорят на заводе. Из-за этого предприятие со штатом 850 человек оказалось в простое, а часть счетов, по данным трудовой инспекции, заблокировала налоговая. Жалобы посыпались еще в октябре, но ситуация только ухудшилась. Рабочим называли разные даты выплат от следующей среды до 1 декабря, но деньги так и не пришли. На фоне этого многие готовятся увольняться. Завод в Ярославле строит суда водоизмещением до 3500 тонн. От десантных катеров и патрульных кораблей до пограничных сторожевиков. Но военная машина Путина начинает серьезно барахлить. Международная изоляция Москвы все сильнее, но Кремль и в этой ситуации умудряется нажить новых врагов. Новый конфликт разгорается у России с Турцией. В Стамбул не пустили российский круизный лайнер «Астория Гранде» с более чем 600 россиянами на борту. Судно стало на якоре у входа в порт в ожидании разрешения пришвартоваться, которого турецкая сторона так и не дала. Причина вполне прозрачная. Неделю назад Краснодарский край развернул турецкий паром «Sea Bridge», который должен был открыть маршрут Трабзон-Сочи впервые за 14 лет. Турецкое судно с символическими 20 пассажирами на борту 2 суток болталось в акватории, так и не получив разрешения на швартовку. В итоге разворот. И вот теперь Турция ответила зеркально. Теперь Анкара показывает, в эту игру можно играть вдвоем. По последним данным, судно развернулось в сторону Сочи. Самое время российским туристам затянуть песню «Не нужен нам берег турецкий».
под Покровском у захватчиков начинает пробуксовывать наступление. Институт изучения войны фиксирует темпы продвижения, которые еще в октябре казались стремительными, теперь заметно просели. Причина – ВСУ бьют по логистике так, что оккупантам приходится таскать боеприпасы пешком, маленькими группами по 2-3 человека. Украинские бойцы на этом направлении приоткрывают секрет. Ключевые дороги заминированы, бронетехника почти не используется, вход в город только пешком. Попытки прорваться под прикрытием тумана по трассе обернулись попаданием под артиллерию. Но и украинская логистика столкнулась с проблемами. Вокруг Покровска образовалась 15-20-километровая килл-зона, где небо забито разведывательными и ударными дронами обеих сторон. Российские войска не удерживают устойчивых позиций в городе, но продолжают пытаться лишить снабжения ВСУ дистанционными ударами. Кстати, Кремль и лично Путин в повышении налогов не виноваты. Так должны освещать последние новости подконтрольные СМИ. Как пишет «Медуза», президентская администрация скинула прокремлевским барзаписцам свежую методичку. Как правильно объяснять россиянам резкое повышение податей. Коротко, Путина не упоминать. Виноват только Запад, а народ должен чуть скинуться ради безопасности. Пропагандисты должны нагнетать угрозу, цитировать милитаристские заявления Европы, прогнозировать рост обстрелов и диверсий. Цель очевидна – сформировать установку «жизнь важнее кошелька» и сделать рост налогов эмоционально оправданным. На фоне резкого всплеска антикитайских настроений в Кыргызстане страну срочно посетил главный дипломат Пекина, член Политбюро Компартии товарищ Ван И. Президент Садыр Жапаров принял гостя лично, подчеркивая отношения с КНР сейчас на исторической высоте. И это не просто дипломатический реверанс, это попытка успокоить волну, которая угрожает ударить по крупнейшим китайским проектам в стране. Ван И, в свою очередь, привез теплые приветствия от Си Цзиньпина и обещание выполнить все договоренности. Визит состоялся спустя всего несколько дней после массовой драки между китайскими и кыргызскими рабочими в Константиновке 15 ноября. В сети всплеск антикитайских комментариев, подозрения, страхи, недовольство ростом численности мигрантов из Поднебесной. Власти пытаются тушить конфликт, называя произошедшее бытовухой и предвыборной провокацией. Турпоток из Китая растет стремительно, плюс 81% за прошлый год, но точных данных о числе рабочих власти не раскрывают. Официально говорят, рабочих из КНР привлекают, потому что в стране не хватает собственных кадров. На границе с Беларусью происходят чудеса. Куда-то исчезли мигранты, которые 4 года массово прорывались в Европу. Погранслужба Польши сообщает, в последние дни не зафиксировано ни одной попытки нелегального пересечения. По совпадению, такие кардинальные перемены наступили с тех пор, как Польша снова открыла 2 погранперехода – Кузницу и Бобровники. Такая же картина на границах Беларуси с Латвией и Литвой. Поток нелегалов, который годами использовался как инструмент давления Минска, внезапно иссяк. Перестали лететь в сторону и огромные воздушные шары с контрабандными сигаретами, которые срывали работу Вильнюсского аэропорта. Иммигрантов и эти зонды соседи Беларуси называли элементами гибридной войны. И это не единственное чудо. Спустя всего пару дней после открытия погранпереходов Польшей режим Лукашенко отпустил на свободу 2 католических священников – Генриха Аколотовича и Анджея Юхневича. В приговоре как минимум одного значилось измена государству. Оба были ранее приговорены к большим срокам – 11 и 13 лет заключения. И вот граница открыта, и оба вдруг помилованы лично диктатором. Как думаете, совпадение? И каких еще чудес ждать от Лукашенко? Наша команда существует благодаря вам. Поддержите ее, чтобы мы могли продолжать нашу работу. Администрация Трампа лишается человека, который пытался слышать Киев и Европу. Спецпосланник по Украине Кит Келлог уходит с должности уже в январе, пишет Reuters со ссылкой на 4 источника. Формально его мандат и так временный, но, как говорят собеседники, генерал решил уйти сам. По данным агентства, Келлог пришел к неприятному выводу. В окружении Трампа слишком много людей, которые занимаются Украиной, но никто не готов признать очевидное. Именно Москва тормозит
любые мирные переговоры. Более того, Келлог нередко конфликтовал с другим спецпосланником Стивом Уиткофом, который повторяет тезисы Путина и продвигает идею неравного территориального обмена как основы будущего мира. Келлог был одним из немногих, кто критиковал российские удары по гражданской инфраструктуре и не пытался оправдывать Кремль. Его уход – плохой знак для Киева. Кто заменит Келлога, пока неизвестно. Германия все-таки дает зеленый свет дальнобойным ракетам для Киева. Фридрих Мерц намекнул на прорыв в этом вопросе, не называя «Таурус» напрямую. В течение последних нескольких месяцев мы интенсивно сотрудничали с украинским правительством над реализацией проектов по созданию систем дальнего огня, как мы это называем технически. Украинская армия оснащается такими системами вооружения. Канцлер заговорил об этом на совместной пресс-конференции с премьером Швеции в Берлине и сделал это с подчеркнутой недосказанностью. Мы договорились больше не обсуждать детали публично, поскольку считаем, что у российской стороны существует определенная неопределенность относительно объема нашей военной помощи. Мерц заявил, что помощь будет расширяться в ближайшие недели и месяцы, а при необходимости Германия готова перейти даже к производству таких ракет в самой Украине. И, наконец, о главном, конечно же, о погоде. Сэкономим на собственном прогнозе, а лучше насладимся новыми стандартами профессионализма на российском телевидении. Очаровательная питерская погода. Все-таки выговорил. +1 градус. +1 градус сейчас на улице. Будет ли снег? Нет. А дождь? Нет. А что будет? Да ничего не будет. Хорошего. Этот дяденька потом еще смачно чихнул, да так, что пузыри пошли из носа. Но от этой не самой приятной картины мы вас избавили. Ну и как вам такой прогнозик погоды? Пишите в комментариях. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.